Добро пожаловать в удивительный мир природы! Сегодня мы отправимся в увлекательное приключение, где раскроем тайны и загадки этих фантастических существ. Погрузимся в их мир, где нежность встречается с силой, а их обитаемые домики скрывают необыкновенные секреты. Улитка – это великолепное создание природы, и она действительно необычна. Представьте себе, это живое существо защищено изящной раковиной. И оно может проживать не только в дикой природе, но и в самых обычных домашних условиях. Это удивительное существо принадлежит к классу брюхоногих, которые в научных кругах называют гастроподами, принадлежащими к типу моллюсков. Слово «улитка» произошло от старославянского слова «улить», которое описывает полый, пустой домик этого неповторимого создания. Представьте себе маленького исследователя, который не знает границ и готов смело шагать по всему миру. Это улитка, невероятный создатель, настоящий путешественник, проживающий в самых разных климатических условиях на нашей планете. Она основательно изучила все уголки, за исключением лишь Антарктиды и безжизненных пустынь. Следы улитки можно найти в горячих водах Тихого океана. Она прекрасно приспособилась к холодной обстановке Северного Ледовитого океана и Баренцева моря. Улитки находятся в полном восторге от Европы, Африки, Австралии и Америки. Они там чувствуют себя как дома. Они даже смогли покорить Азию, показывая, что их умение приспосабливаться не знает границ. Однако есть одно важное условие, которое является жизненно важным для этих маленьких путешественников. Это повышенная влажность. Без нее их тело может высохнуть, и такой исследователь может столкнуться со смертельной опасностью. Поэтому улитки выбирают места, где влага поддерживается на должном уровне, чтобы продолжать свои невероятные приключения и осваивать новые территории. Представьте себе магический ассортимент форм и размеров, когда речь заходит об улитках. Они обладают непревзойденной многообразностью, заставляя нас восхищаться их уникальной красотой. Улитки – настоящие мастера превращений. Их длинное нежное тело окутано тайной раковиной, создающей иллюзию защитного домика. Эти спиральные структуры, собранные вокруг улиток, не только являются прибежищем, но и служат неприступной стеной против внешних угроз. Волшебство цвета превращает раковину улиток в настоящее произведение искусства. Они открывают целый спектр оттенков, от нежно-белого до яркой палитры разноцветных сказочных узоров и полос. Формы раковин также изумительно разнообразны, от плоских и широких до высоких и узких. А некоторые виды улиток даже решили отказаться от раковины, превратившись в исключительные обладатели свободного стиля. Тело улитки, будто облеченная в шелковый плащ, состоит из нежной ткани, под которой таится мир слизи. Они могут расцветиться самыми разнообразными оттенками от бледных бежевых и серых до впечатляющих красных, синих и зеленых. Голова улитки украшена двумя парами усиков. Одни короткие, чтобы ощущать окружающий мир, а другие длинные, оборудованные органами, позволяющими улитке ориентироваться в мире пространства. Все, что ест улитка, зависит от среды ее обитания. Питание моллюска удивляется своим разнообразием. Это может быть мягкая часть свежих растений, растительные останки, мелкие сородичи, черви, падаль, рыба, насекомые, ракообразные. Сухопутные моллюски с удовольствием поедают листья, ягоды, фрукты, овощи, кору и траву. Молодые предпочитают более свежую еду, но с возрастом их предпочтения меняются, и старая улитка начинает питаться подгнившими растениями. Чтобы хорошо перетирать пищу, для зубов моллюска требуется кальций. Его дефицит приводит к тому, что улитка начинает точить свою раковину, которая разрушается, оставляя тело без защиты. Это приводит к обезвоживанию и гибели. Исследуя удивительный мир зубов, становится ясно, что брюхоногие моллюски обладают поистине фантастическими органами в своих ротовых полостях. В самом сердце этой удивительной конструкции находится радула – гибкий орган, выполняющий одновременно функции языка и зубов. Это словно незаменимый инструмент, способный превратить обычное питание в настоящий кулинарный праздник. Радула состоит из хрящевой пластины, на которой тщательно располагаются ряды зубов самых разных форм и размеров.
Когда мы говорим о зубах улиток, становится ясно, что они представляют настоящее разнообразие. Вегетарианцы среди улиток имеют мелкие зубы, подходящие для пережевывания растительной пищи, тогда как хищные улитки могут похвастаться огромными пикообразными зубами, способными справиться даже с самыми твердыми деликатесами. Подумайте только о том, что количество зубов у некоторых улиток может достигать потрясающей отметки в 25 тысяч штук. Однако зубы улиток не только орудия пищеварения, но и важные инструменты выживания. Среди жителей природы существуют улитки, предпочитающие мясную пищу. И какие зубы у них? Они напоминают сверло, способное проникнуть сквозь твердый панцирь устрицы или других защитных оболочек, чтобы достичь драгоценного мяса. Но зубы – это только одна часть этого фантастического пазла. Важную роль в жизни улиток играет их слизь, которая является настоящим искусством природы. Это уникальное вещество, которое имеет огромное значение для самих улиток. Она создается из сложного сочетания муцина, специального белка и воды, образуя волшебную смесь, способную поразить своими свойствами. И не только улитки могут наслаждаться всей магией этой слизи. Современная косметология пришла к выводу, что уникальные свойства этого вещества могут быть полезны и для людей. Благодаря своим омолаживающим, солнцезащитным и увлажняющим свойствам, слизь улиток стала неотъемлемым компонентом многих косметических средств. Она является секретным ингредиентом, который помогает сохранить молодость и красоту нашей кожи. Оказывается, муцин – один из ключевых компонентов в слизи улиток, играет невероятно важную роль в жизни этих моллюсков. Он регулирует процессы минерализации и создания раковины, помогая улиткам строить и поддерживать свои защитные домики. Без этого уникального вещества раковина улитки была бы просто обычной оболочкой, лишенной силы и красоты. Но великолепие слизи улиток не ограничивается лишь одним видом. Она делится на два типа, каждый со своими удивительными свойствами. Первый вид помогает улитке передвигаться, создавая плавную и скользкую поверхность, которая помогает ей преодолевать любые преграды. Это словно магическое масло, которое позволяет улитке путешествовать без труда по окружающему миру. Но слизь улитки также обладает защитными функциями. Второй вид слизи вырабатывается специальной железой и является своего рода ответом на стресс и механическое повреждение раковины. Ее главными компонентами являются полисахариды – минеральные соли, которые обладают восстановительными, регенерирующими свойствами. Что касается размножения брюхоногих моллюсков, то оно является одним из интересных аспектов их жизни, который зависит от ареала обитания каждой улитки. Некоторые улитки, проживающие в пресных водах и на суше, относятся к гермафродитам. Они обладают как женскими, так и мужскими половыми признаками. Во время спаривания у них происходит перекрестное оплодотворение. Это уникальное явление позволяет им разнообразить генетический материал и обеспечить успешное размножение. Пресноводные улитки откладывают свои яйца в капсулы, а сухопутные моллюски делают это в вырытые ямки. Одна улитка может с легкостью отложить до 85 яиц за один раз. Через 28 дней яйца созревают, и каждая из них может иметь разный окрас, от прозрачного до зеленого, белого или розового. Интересно отметить, что развитие улитки происходит без стадии превращения. После завершения срока созревания маленькая особь вылупляется из яйца с прозрачной раковиной, которая со временем твердеет и приобретает свою характерную расцветку. Улитки с жабрами имеют разносторонний пол и кладут яйца в коконы. Некоторые виды брюхоногих моллюсков проходят цикл беременности, развивая зародыш внутри. Мир размножения этих моллюсков полон стратегий и разнообразия. Улитки, несмотря на свою маленькую нежную природу, сражаются со своими естественными врагами и справляются с различными болезнями. Представьте себе простую улитку, ползущую медленно и спокойно, когда внезапно сверху со скоростью молнии нисходит хищный взгляд. Птицы, жабы, ящерицы и другие хищники впадают в свирепую охоту за этими медленными существами. Вечная борьба с зубастыми врагами. Да, вы не ослышались. Улитки имеют дело с настоящими зубами. Млекопитающие, такие как мыши, крысы и ежи,
не могут устоять перед вкусными и сочными улитками, которые становятся их добычей. В этом мире улиток каждый день превращается в настоящий боевой полигон, где выживают только сильнейшие. Спасибо, что присоединились ко мне в этом увлекательном путешествии в мир улиток. Я надеюсь, что вы насладились рассказом и узнали что-то новое. Продолжайте исследовать, задавать вопросы и наблюдать за красотой природы вокруг нас. Обязательно подпишитесь на канал, так вы не пропустите следующие интересные видео. И жмякайте большой палец вверх. Берегите природу и до новых встреч!